Так, друзья, всем привет! Вы на канале Своими ручками. С вами Макс, Захарята. В общем, подарки, конечно, я не научился еще всем дарить. Было бы очень... Если бы все было в моих силах, обязательно всех бы одарил. Но сегодня тема ролика. Вам давно обещал, забыл про волшебный выключатель. Он у меня уже функционирует, я ее протестил уже, наверное, пару месяцев. Вот такой выключатель. Wi-Fi, Bluetooth, не знаю, какой-то передатчик. Всем советую, рекомендую. Почему? Особенно у кого 2 этажа. Не обращайте внимания, у нас тут постоянно стройка. Почему и как? Вот такой выключатель, к примеру, мы вешаем куда-нибудь на стену. Нам сейчас нужно подняться на 2-й этаж. У нас выключатель. Он может работать как одинарный выключатель, просто без проводов, а также может работать как проходной выключатель. Как удобно. Берем его, нажимаем кнопку, и у нас загорается там свет. Видите? Все, пошли. Этот убираем в карман. Хоп. Поднимаемся. Он в кармане нажимается. Дай мне, Алена, тот выключатель тоже. Здесь, допустим, поднимаемся. Здесь у нас на подъемчике 2-й выключатель висит. Нажимаем его, свет выключается. Нажимаем повторно, свет включается. Как эта приблуда работает? Вот она работает. Вот этот блок, я его временно зацепил просто к автоматам и подцепил дежурный свет здесь на проеме, чтобы ходить на 1-й этаж, на 2-й, чтобы не падать. И у нас один выключатель валяется на 1-м этаже, так как ремонт, и даже не в процессе, а просто ремонт, когда-то он там день приклеится и будет функционировать. Никаких проводов, ничего не надо. Просто нужен питание на люстру, на свет на какую-то подать. На этот провод питания повесить вот этот блок приема Wi-Fi или что он там. Wi-Fi нарисован. Радиус расстояния, не знаю, не замерял. И все. И с ним в комплекте идет 2 вот таких вот выключателя. Можно закрасить 3 выключателями, можно закрасить брелком. Там модификаций много. По ссылочке пройдете, кому интересно, можете заказывать. Сейчас они что-то подешевели. Сейчас я еще один комплект заказал такой. Кое-какие нужды появились. Вот, к примеру, идем с 1-го этажа мы. Нажимаем, свет загорелся. Трын-трын-трын, на 2-й этаж поднялись. Нажали, свет выключился. Раз, пошли, хоп-хоп, не дошли, вернулись, опять нет, выключил. То есть этим можно включать-выключать. Это просто дублируется. Выключать-выключать. Все пофигамба. Сигнал вот на тот идет блок. Включает-выключает. Блок плюс этот еще программируется. И там можно его, по-моему, чтобы он включался только при нажатии. К примеру, вам нужны подключить ворота. Вот к этой фигне. Ворота подъемные. Вы нажали на кнопку, пока держите, он работает. Кнопку отпустили, он пускается. Можно запрограммировать. Там несколько вариантов. Точно я не знаю. У меня как в роли выключателей запрограммировано. Вот такая штука удобна. Удобно тем, что можно на гвоздике повесить, можно на скотч двухсторонний. Она очень легкая, а маленькая батарейка. И получается, когда мы, допустим, делаем ремонт, он на обоях приклеен, нам нужно ремонт сделать. Мы его раз оторвали, обои поменяли, снова приклеили. Все, вот мы спустились. Хоп, все, свет выключили. Таким выключателем, такой приблудой мы примерно пользовались, когда на Санта-Бане работали. Принцип тот же сам был. Мы подключали через него насос. И когда мы работали на пятне застройки, у нас воду надо было качать бетономешалками, бетон месили. И чтобы не бегать, там, не дергать, никакие там розетки, выключатели, все в стороне. А у нас лежал пульт рядом, все на кнопку нажимали, вода набиралась в бочке. Все, выключали, он выключалась. Вода кончалась, снова кнопку нажимал. Прекрасно. Короче, вариаций применения их дофига. Поэтому рекомендую всем, это удобно. И даже можно использовать вообще просто в комнатах. Где-то у вас сложная какая-то проблема, куда-то завести выключатель. Особенно это актуально, когда уже в ремонт и в квартирах сделаны. Выключатель в неудобном месте тоже актуально. Допустим, у вас просто нужно, чтобы было питание в районе люстры. Под люстру спрятать вот этот блочок там, или куда там на линию где-то повесить. Все, выключатель в любое место воткнули, все. Красота. Можно хоть куда. Единственное, смотрите по характеристикам на его мощность, чтобы там ни какой-нибудь сварочный аппарат не подключить к нему. Ну все, ребята. Вот такой выключатель рекомендую. Сейчас у меня еще один идет, заказал, он подешевле сейчас стали. Все, ссылочкой под видосом обязательно.
Переходите, заказывайте. С вас пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Все, всем пока.